Привет, друзья! Добро пожаловать на лучший теннисный подкаст. У нас сегодня гостья, прекрасная Мира Андреева. Мир, мы Всем знаем, что у привет. тебя сегодня выходной. Расскажи, как ты планируешь его провести? Но первое дело для меня это было хорошенечко выспаться, потому что всю неделю я просыпалась в 6 и в 7 утра, чтобы поехать на тренировки, все это сделать, разминки, все дела. Поэтому сегодня у меня был план хорошенько поспать без будильника. На телефоне я телефон выключила, все и спала так хорошенечко. Мне кажется, я часов 10 сегодня поспала, поэтому я чувствую себя прекрасно. И вот провожу день дома, так отдыхаю на релаксе и все, ничего не планирую сегодня делать. То есть ты больше за пассивный отдых, да? Да, я думаю больше за пассивный. Раньше я бы сказала, что мне все равно нужно что-то делать, потому что когда выходные, у меня энергия накапливается, я даже не знаю, куда ее всю деть, потому что обычно это все выходит на корте, там на ОФП и так далее. А сейчас, видимо, это уже возраст, и я не хочу ничего делать, я хочу сидеть дома и, и отдыхать. Возраст у нее одинаковый. Мы лучше промолчим про свой возраст. А вот скажи, ты ранний или ты, наоборот, любишь поспать? Вот. Я очень люблю поспать. Поспать — это мое самое любимое дело. Когда мне нужно вставать еще и рано, и куда-то ехать, это просто мука. А Поэтому сестра у тебя? Эрика тоже, она сейчас спит вообще. Я из-за этого тоже не могу просыпаться. Она закрывает шторы, закрывает двери, полная темнота. А у вас Спим как одна в комната, да? коробке. Да, у нас одна комната, но как бы мы не хотим жить в разных комнатах. Так получается, что мы обе за, поэтому иногда мне приходится терпеть ее какие-то там причуды, но в целом из-за этого причуда мы спим хорошо зато. Да? А просто интересно, я не знаю, Ань, ты потом поделишься, потому что мы с братом, когда жили в одной комнате, как он всегда говорил, что он наводил порядок, а я все разбрасывала. Вот не знаю. Вот скажи, у вас как там с этим Наверное, обстоит? я так, кто ничего не убирает за собой. У меня всегда порядок. Эрика старается. Ой, у Эрики всегда порядок. А у А, меня наоборот. У меня все вверх дном. У меня чемодан открыт, я его не разбираю никогда. Там все перевернуто, вещи, носки, футболки, шорты, все там. Эрика старается все равно там по полочкам все разложить, в шкаф убрать. На меня еще кричит, что я ничего не убираю. Поэтому да, мне такое тоже приходится слушать. А эх, какие эти у вас старшие. отношения сейчас с Эрикой? Они вообще как-то вот отношения с сестрой, они изменились? Все-таки у вас 3 года разница, да? Ну, наверное, в детстве вы часто ссорились. В детстве, да, в детстве это был какой-то ужас. Мы и ссорились, и дрались, и вообще и вредничали друг на друга, поэтому там была такая целая драка каждый день. Но сейчас я тоже думаю, мы обе повзрослели, и уже кроме поддержки, конечно, мы иногда тоже можем там что-нибудь Ну, из-за обсудить, чего, повредничать друг например? на Из-за друга. чего, например, может конфликт случиться? Из-за Ам, мамы, любви вот мамы. Кого мама больше любит, тебя или Вот, меня? вот такое было, когда мы были помладше. Мне Эрика всегда говорила, что мама меня больше любит. Я говорю, нет, это неправда. Вот из-за этого мы тоже раньше ссорились, но сейчас мы, не знаю, только поддерживаем друг друга. Но вот сейчас, если мы можем из-за чего-то поссориться, это из-за того, что она на меня кричит, что у меня все время бардак, что я ничего не убираю. Я устала жить в этом бардаке, давай, пожалуйста, что-нибудь за собой убираешь, что ты тут все разбрасываешь. Вот это одна из немногих причин, из-за которой мы можем поссориться. А мама на чьей стороне была? Мама зависит от настроения. Это, я не знаю, у нее иногда такие дни бывают, когда она чаще на моей стороне, иногда дни бывают, когда она на Эрикиной стороне. Поэтому тут тоже зависит от дня, на чьей на стороне, и тогда вот она будет кого-то поддерживать. Но я думаю, она чаще всего на стороне порядка все-таки будет. Мир, ты уже 1,5 года во взрослом туре. Что совпало с твоими ожиданиями от профессионального женского тура? Он такой, как ты его представляла? Честно, я бы сказала, что там, наверное, все может быть такой больше расслабленная, может, обстановка, потому что я думала, что
все взрослый тур, все такие серьезные, все делают, занимаются своим делом, это вся такая профессия, они будут все делать, все, что могут, и там все так серьезно, но сейчас я как бы все равно чувствую, что там все есть серьезно, но не настолько серьезно, как я себе это представляла. То есть там, я не знаю, все друг с другом общаются, все друг с другом дружат вроде, может Это быть. просто Так не это было. кажется. Динара, она в каком-то другом туре, да? 100%. Вот, может, как бы у меня такие еще ощущения, эмоции, потому что я вроде как новичок в этом во всем, но как бы мне раньше казалось, что все более серьезно и все более сами по себе очень, как, не знаю, очень такие жесткие и сами по себе тоже серьезные. Но в целом, вот я сейчас общаюсь с немногими девочками, они тоже такие более расслабленные. Они, конечно, когда на корт выходят, тренируются, там все серьезно, и они как бы делают свое дело, и я не знаю, ну, это их профессия, конечно, они будут к этому подходить очень, слово как-то с английского, Профессионально. да, профессионально, вот, и так в целом за кортом они все очень такие расслабленные, и, в принципе, очень даже легко и разговор поддержать, и, в принципе, поговорить о чем-нибудь. А вот с кем ты, ну вот говорили, что у тебя мало друзей, но вот все равно в туре, вот с кем ты больше вот общаешься? Ну, помимо Даши Касаткиной, которой я очень слежу за вашими интервью. Если ты есть, я сразу ставлю. Честно, я люблю смотреть. Да, ну вот, конечно, сейчас, наверное, лучше всего я с Дашей Касаткиной общаюсь, и в целом с нашими девочками мне, конечно, полегче такой контакт найти. Вот мы с Настей Павлюченковой пару играли, я тоже как-то ее получше узнала, Настя, она да? меня... Да, я ее получше знала, она меня получше узнала, и когда с нашими девочками мне, конечно, полегче немного общаться, но вот наверное, с кем я хорошо общаюсь? С Дашей Савил хорошо могу общаться иногда. С Эриком мы очень хорошо общаемся, конечно. И так, я не знаю. Удивительно, как так. Вот. Но так в целом, конечно, там не очень много людей, с которыми я могу прям поговорить о чем-то и, в принципе, подружить. Мир, ты как раз-таки сказала Даше Касаткиной, да, пожаловался ей, что у тебя нет друзей. Вот как у такого общительного человека нет друзей? Ну, я, конечно, может быть, немного там пошутила, преувеличила. У меня есть одна очень хорошая подруга, мы с ней почти каждый день там можем общаться, о чем что-нибудь Это твоя обсудить. сестра. Да. Вот. Но как бы в целом всю мою жизнь у меня есть еще две двоюродные сестры, и все мое детство, и в целом мы всегда проводили все это время вместе. И у меня как-то не было нужды заводить друзей или находить какое-то общение, потому что мы всегда все время проводили вместе. И как-то так, и, наверное, вот по сегодняшний день мы иногда созваниваемся все вчетвером, можем болтать часами напролет обо всем, каждый все рассказывает, как жизнь, как вообще в целом, что делаем, где живем и так далее. И поэтому, наверное, из-за этого мне нету такой прям нужды находить друзей, и там нет нужды в общении. Мир, ты такая неуступчивая на корте, вот даже если нужно, готова себя укусить, но тебе это помогает. Вот в кого у тебя такой чемпионский характер? Сказала, что это больше в папу, потому что у нас папа, он, если что-то задумал, он это сделает до конца, и даже если с первого раза не получится, со второго не получится, он будет делать и делать, пока у него не получится. Поэтому я думаю, что эта черта у меня больше в папу, но я думаю, про укусить это больше не про неуступчивость, а немного про такую, не знаю, может быть, иногда не сдержание своих эмоций, но это Ну, все ты же телец по характеру, по гороскопу, правильно? Да, это телец, да. Что тут говорить? Тельцы видят тельцов за километр. Они нашли друг друга. Мир, сейчас родители помогают вам с Эрикой, сопровождают вас на турниры. А вот чем они занимались до того, как поняли, что у вас есть задатки стать профессиональными теннисистками?
Вот, ну, папа, как и по сей день, он там работает, и до этого работал. Мама тоже работала, но, когда мама забеременела уже Эрикой, мама все уволилась с работы, и все это время с тех пор посвящает нам по сей день. И как бы до этого просто у них была как обычная жизнь. Как говорится, ничего не предвещало беды, пока мы не появились, и они не знали, что им придется так часто путешествовать и вообще жить не дома. Поэтому, вот. Но они, наверное, жили, как все обычные люди, дома. Каждые выходные приезжали к родителям, проводили время с друзьями, с семьей. Но, конечно, сейчас редко получается повторить такое, но у них есть мы, поэтому мы стараемся это время как-то восполнить. А как ты считаешь, вот они чем-то пожертвовали, ну, может быть, своими амбициями, своей карьерой для того, чтобы вы с Эрикой смогли добиться цели? Я особо, если честно, не знаю. Может быть, мама чем-то и пожертвовала, но она вроде не жалуется. То есть она никогда не говорила, что, я не знаю, вот у нее до этого была жизнь, пока мы не появились, она там занималась тем, что хотела, и сейчас как-то, не знаю, вроде у нее нет особо времени делать то, что она хочет, но она вроде не жалуется, ей все нравится, поэтому я рада. Вот. А папа, он как бы до сих пор работает, живет то дома, то здесь с нами, поэтому, не знаю, папа, может быть, временем пожертвовал своим каким-то, но я думаю, амбиции у него есть и никуда не подевались. А вообще родители строгие? Мама строгая. Вот с детства, что я помню, это мы с папой иногда, когда оставались жить вдвоем, это был праздник для меня, потому что мы живем вдвоем. Я знаю, что так: пап, может, съедем в магазин? Что ты хочешь? Давай я съезжу куплю. Ну, купи мне что, шоколадку, тут, не знаю, конфеты, тут какую-нибудь, не знаю, сок, газировку. И вот всегда то, что я прошу, папа мне покупал. Вообще, он мне даже один раз рыбку купил, потому что я сильно захотела, и из магазина мне привез рыбку. Золотую? Золотую? Ну нет, к сожалению, не золотую, там была, я не помню, какая-то голубо-синяя рыбка, но мы ее быстро отдали маминым сестрам, потому что мы уезжали, соответственно, на все турниры и тренировки, поэтому времени особо за ней следить не было, поэтому она пожила, наверное, с нами месяц, и все, и мы ее отдали. Но вот мама по сей день, она строгая, она так пытается за нами следить, но сейчас ей уже это меньше удается, особенно с Эрикой, потому что Эрика тоже уже может ей как-нибудь там, Уже не взрослая. знаю, да, она уже взрослая, она тоже хочет как сама отвечать за свою жизнь, но в целом у нас тоже как мама все равно решает почти все за всех, ну и мы как бы с этим не спорим. Нам даже, наверное, и нравится, что мама такой у нас решатель в семье. А вот ты сказала, что папа там мог поехать и тебе купить такое, что ты, ну, что ты просишь, что мама тебе могла не купить. А вот что такое вот тебе, вот, допустим, ты любила из того, что тебе мама запрещала? Чипсы какие-нибудь? Или шоколадки Мы больше? вот мы больше чипсы, наверное, потому что Да? мы раньше, когда Какие? играли, вот Я были любила такие вкусные. сметана с укропом. Это самые лучшие чипсы. Вот мы были Лейс и Принглс чипсы с одним вкусом: сметана и зелень или вот сметана укроп. Вот эти были самые вкусные чипсы. И мы раньше, когда играли турниры, и Эрика, и я юниорские, мы говорили: так, если мы выиграем турнир, мы покупаем чипсы и колу. Все, Эрика выигрывает турнир, я тоже счастливая, потому что я тоже чипсы поем. Мы едем в магазин, покупаем большую пачку чипсов, там большую бутылку колы мама, конечно, мне покупала, там маленькую купила, и мы ее вдвоем пытались там пить по глоточку, и потом чипсы все вместе едим, все счастливые, включаем какой-нибудь сериал и празднуем победу. А Поэтому раньше мы играли за чипсы. какой любимый сериал был? Я сейчас, там очень много сериалов на Нетфликсе, иногда какие-нибудь программы выходят, тоже я на Ютубе смотрю, но сейчас я смотрю, там новый сезон вышел «Эмили в Париже» на Я только Netflix. хотела про него Вот, спросить, да. поэтому я как раз вот сейчас дома, и я начала смотреть новый сезон перед тем, как вот с вами начать разговаривать. А так мы часто, у нас стабильно, пару раз в год, мы с мамой особенно включаем «Сваты» на Ютубе и сидим вечером после ужина, смотрим. И вот это такая у нас традиция, мне Old кажется, пару school. раз в год мы пересматриваем «Сваты».
Мир, а вот мама, я читала, да, ну, поправь, если это неправда, что она с Эрикой сразу включилась в тренировочный процесс, подавала мячи, ее даже, ну, считали вторым тренером. Вот с тобой тоже Да. так было? Со мной такого уже не было, к сожалению, но Она как-то... уже была Да, тренером. она уже была там более как опытная, но вот я помню с Эрикой у нас есть такая камера дома, мама раньше там снимала все видео и всю нашу жизнь, в принципе, документировала. Я вот давно пересматривала видео, я смотрю, Эрика там тренируется, и мама кто-то снимает, мама там тоже ходит, мячи подает, потом я там бегаю за кортом, тоже мячи пытаюсь собирать. Но вот когда я уже начала тренироваться, Эрика начала вот играть с 4 лет, я уже была постарше, я начала, когда мне уже было 6, поэтому как бы такой необходимости уже, по сути, не было, чтобы мне там мячи подавать, что там говорить. У нас как бы сразу был такой очень хороший детский тренер, который всегда нас, не знаю, хорошо тренировал, и время мы хорошо проводили, поэтому, наверное, для мамы это был такой некий отдых тоже, потому что не нужно было за мной следить и там что-то пытаться мне подсказывать, говорить или занимать меня, поэтому со мной уже такого не было. А ты сразу полюбила теннис? Вот так сказала. Нет. Нет? Да ладно. Я помню, когда... Ну, я думаю, что сразу, но вот эти первые моменты, когда я была еще совсем поменьше, мне кажется, может, мне было 4 или 3 года, я пыталась держать детскую ракетку, но, не знаю, наверное, у меня были маленькие слабенькие ручки, я не могла удержать ракетку. И она мне все время выпадала из рук. Я помню этот момент, когда я стою на корте, я плачу, мне пытаются эту ракетку в руки дать, она у меня вываливается, я плачу, там, кричу, что не могу ракетку взять, и потом, когда уже получилось, я не знаю, я после этого всегда любила. Но вот эти первые моменты, это был такой негатив, потому что я не могла взять эту ракетку, мне было так тяжело, и сразу эти слезы, поэтому, наверное, самые первые моменты были такие, не очень позитивные, но когда все начало получаться, уже было хорошо. А мой еще такой вопрос. Тут недавно мы разговаривали как раз со Светой, и ей тут звонила Лена Дементьева и говорила: ты представляешь, моя дочка не любит разминаться, она вообще ничего не хочет делать, там, ей там 12 лет. А Света так ее слушает, говорит: знаешь, Лен, вот я 12 лет тоже вот ничего не любила, то хотелось бы узнать у тебя, а вот ты была такая вот ответственная, там все правильно, или ты так, ну, больше, если можно, слинять? Я и до сих пор не люблю разминаться, если честно. Вот, так что передадим Лене, что до Вот, сих пор, и да, это но для нормально. меня, да, это мука для меня, разминки, заминки, потому что, не знаю, я всегда была такой подвижной, в принципе, достаточно, я не знаю, такой и, наверное, активной, и мне все было так, в принципе, легко давалось, поэтому для меня разминки, все эти заминки, это просто вообще, я не люблю это дело по сей день, поэтому я не знаю, можете передать дочке Лены Дементьевой, что это нормально, может быть, это даже и на подольше затянется. Мир, вот Эрика начала играть раньше. У вас была какая-то конкуренция? Может быть, ты хотела ее превзойти в детстве? Что-то такое было? Я, наверное, не то что превзойти, я просто хотела быть как она. То есть она была для меня как такой ролевой моделью, и мне всегда хотелось ее копировать, мне всегда хотелось делать то, что она делает, даже в жизни. Вот у нас, вот я помню хорошо этот момент, Новый год, и у нас традиция раньше была, что вот мы всегда дарили всем, и нашим тетям, бабушкам, дедушкам, родителям, мы делали открытки сами своими руками. И, конечно, там 10 открыток делать было очень сложно, и все должны быть разные, и все должны быть кому-то какие-то, может быть, свои интересные. И я помню, у Эрика с этим делом у нее очень хорошо получалось, у нее такие, не знаю, всегда красивые и открытки, и все вещи получались Золотые руки. красивые. Да, золотые руки. Вот из правильного места у нее руки растут. Вот. И у меня всегда получалось все очень некрасиво. Мне никогда не нравилось, что я делаю. Поэтому я всегда, я помню, смотрела, что она делает, потом запомнила, и то же самое повторяла. И получалось так, что мы практически все время одинаковые открытки дарили, потому что я пыталась все копировать, она на меня злится, что я копирую, начинает на меня кричать. Мама говорит: ну что ты на нее злишься, это же хорошо, тебе же должно быть приятно, что она тебя копирует. Она на меня все время злилась.
И вот, кстати, эта история вот про укус, когда я себя укусила, она тоже из-за Эрики отчасти, потому что я помню, когда у Эрики что-то не получалось на корте, она себя кусала. Вот Хорошо, в что тот же ракету не момент, ломала. А да, то... это хорошо, это я не переняла, но вот этот А я укус вот я приняла в помню. один момент. Да, я видела, поэтому... Вот, Хорошо, что поэтому не что... слышала. Может быть, да, я ничего не слышала, но видела пару моментов. Мир, ты в 14 лет переехала в Канны. Почему именно туда? Вот, мне кажется, на тот период, да, была очень в фаворе Испания, да? В Испанию было модно уезжать. Почему ты переехала именно в Канны? Вот у нас на тот момент была почему-то такая задача поехать в какую-то академию, попробовать потренироваться. Мы до этого тренировались в Сочи с личным тренером, и, ну как с личным, мы просто его, Эрика как-то с мамой его нашли, и вот мы до сих пор, вот он со мной как раз сейчас поедет в Пекин, потому что Кончита там из-за своих личных дел не сможет, и вот мы наверное, может, когда мне было 8 лет, с тех времен мы с ним вместе тренируемся, и в какой-то момент мы решили, что нам нужно поехать в академию, чтобы было больше игроков, с кем можно наиграться, потренироваться. И вот я играла тогда турниры в Испании, и у нас был выбор между академией Надаля или поехать во Францию, там, где тренировался Медведев. И мы решили так, ну, Францию мы не очень любим, поэтому давайте попробуем в Испанию. Но мы были в той части Испании, где во Францию было ехать ближе, чем лететь на Майорку. Поэтому мы решили, ладно, неделю попробуем во Франции, и потом, если не понравится, съедем на Майорку, попробуем. И вот этот, я помню, мы приехали, я еще тогда проиграла в финале на этом юниорском турнире. Я все лицо красное, заплаканное, мама там тоже меня пытается успокоить, и все пытается, я там грустная, пытается мне как-то поднять настроение, но мама, понятно, тоже немного грустная. Вот мы приехали, я помню, это было часов 10-11 вечера, это было воскресенье, в Европе ничего не работает в воскресенье, и нас забрала водитель, который работает с академией, с этой. И я помню, мне приходит расписание, тренировка в 8 утра, я понимаю, что новые люди, я никого не знаю, мне вставать в 6, ехать туда в 7. Ой, я думаю, это просто... Я сразу все, я перехотела. Я думаю, мама, поехали домой, еще не поздно, мама, все, в следующий раз попробуем. Но все, мне пришлось в итоге ехать, меня заставили. И, конечно, эти первые дни в академии очень были сложные. Я никого не знаю, я одна, и поэтому всю эту неделю я маму... И раньше я с мамой ходила как хвостом, и на этой неделе я мама просила со мной ходить везде, и в раздевалке, и на корт, и на ОФП, и везде, потому что мне было невероятно сложно адаптироваться в первые дни, но потом, конечно, я уже ко всем привыкла, и я не знаю, мне и друзья появились более-менее такие, и в целом потом уже стало полегче. Мир, кто-то вот финансово, может быть, были какие-то спонсоры, все-таки ты такой путь преодолела. Была ли помощь? Помощь была от папы, и она до сих пор есть, и папа у нас такой главный спонсор в семье, поэтому я не знаю, если честно, что бы мы делали без него, поэтому на тот момент, конечно, у меня прям таких крупных спонсоров не было, мне было 14 лет, и так, меня особо никто и не знал, я такая вроде, не знаю, если я была перспективная на тот момент, юниорка, но как бы крупных спонсоров у меня на тот момент еще не было, мне никто как бы, не платил никакие деньги, поэтому наш самый главный спонсор был папа, и поэтому он все это сделал и организовывал, и за это ему большое спасибо. Я ему периодически, конечно, говорю, но вот здесь еще раз скажу, если он вдруг Так посмотрит. что шлем сердечки твоему папе. Да. Спасибо, что... Да, спасибо, что реализовали мечту дочери. Мир, а как вот проходила история со школой? Вот у меня я занималась на фортепиано, у меня была школа, да, и теннис. И я сама не знала. Да, ну вот я расскажу немножко. И мне папа сказал, вот давай что-то выберем одно, вот что тебе больше всего нравится. Я говорю, мне очень нравится играть в теннис. Я ненавидела просто фортепиано, меня мама заставляла. Он мне сказал, хорошо, тогда, смотри, тогда нужно будет стать хорошей теннисисткой. Ты точно сможешь? Я говорю, постараюсь. А как вот у тебя было? У вас было? получилось. Спасибо, у вас.
спасибо. А как вот у тебя было в семье? То есть вы с Эрикой, как вы перешли на экстерн? Почему в какой период родители поняли, что нужно пробовать именно с теннисом связать вашу жизнь? Ой, это, наверное, нужно спросить у мамы и с папой, как они вообще приняли такое То есть с решение. вами такие разговоры не велись? Но как-то не знаю, вот когда Эрика начала заниматься теннисом, я помню, они там тренировались, я и в садик ходила, и в школу, я как бы не особо прям профессионально этим занималась, поэтому все это время как бы Эрика уже вроде решила, что она будет более-менее профессионально этим заниматься, и она хочет, и ей нравится, и родители решили тогда, наверное, мы будем, поддерживать, но на тот момент мы еще жили в Красноярске, Эрика ходила в школу, и потом после школы она ездила на тренировки, и я тренировалась там тоже 3 раза в неделю, я помню это расписание, с 4 до 6, понедельник, среда, пятница у меня были тренировки, и я как-то, у меня, наверное, даже и не было выбора, потому что Эрика начала заниматься теннисом, мне понравилось, и как-то у нас так жизнь закрутилась, что школа теннис, школа тренировки, и школа там ОФП, и все как бы так подстроилось. И потом в какой-то момент родители решили, что нужно, если мы хотим заниматься профессионально, тогда все, нужно что-то делать, потому что так тренироваться со школой, профессионально не получится. И у нас еще в Красноярске не было хардовых кортов, то есть мы играли на деревянных кортах. Это вообще, я не знаю, где такое покрытие есть, или оно еще и Есть, есть. существует, оно вообще где-то или нет. Вот. Но у нас оно до сих пор есть. Поэтому мы решили попробовать переехать в Сочи. Мы сначала там ездили на лето, тренировались, возвращались потом обратно в Красноярск. И потом в какой-то момент решили... У нас было такое обучение, такая форма обучения, когда не домашнее обучение, но мы не постоянно посещали школу. То есть мы посещали школу там, может быть, пару месяцев в году, и за эти пару месяцев мы сдавали все экзамены по четвертям за год. То есть мы дома с мамой там учились, всю эту программу проходили, и потом приезжали в Красноярск, и в школе сдавали все эти экзамены, контрольные писали. И я помню этот счастливый самый момент, когда мы выиграли летнюю Европу до 12 с девочками, и меня и Алину Корнееву, нам мама сказали, нас в один день перевели на домашнее обучение в интернет-школу. Мы визжали, кричали и смеялись, и танцевали, потому что это значило, что все, никаких больше экзаменов в школе, это можно все делать онлайн, и вот это счастье, я помню, мы так радовались, и вот до сих пор я сейчас в онлайн-школе, остался последний год, но, наверное, потом нужно будет приехать куда-нибудь, сделать экзамены, тоже сдать, но там посмотрим уже, как будет легче. Но вот до сих пор я в этой онлайн-школе сейчас учусь. Но сейчас ты не только учишься, но и тренируешься вместе с Кончитой Мартинес, да, которая Да. тебя сопровождать не сможет в Пекине, но вообще на всех крупных соревнованиях она присутствует в твоем боксе, помогает. Расскажи, а какие у вас взаимоотношения? Вот она только тренер для тебя или она уже что-то большее? Может быть, она и друг, и психолог? Ой, она все для меня, если честно. Она Она вообще, да, она, я не знаю, она для меня иногда и вторая мама, она для меня и психолог, она и игрок, который раньше играл, и друг. Но как бы на корте мне нравится, что несмотря на то, что у нас такие хорошие отношения за кортом и, в принципе, на корте тоже, у нее все равно есть границы. Требовательная. Да, она не... Если как бы мы за кортом, условно, там друзья, она на корте все равно, как бы, если нужно, она может мне и пинок под зад, как говорят некоторые. Я не знаю, если как бы немного грубо, но она как бы может мне и тоже так сказать, что такое: давай, что ты тут стоишь, давай ногами двигай, давай, что ты здесь модничаешь, давай иди тренируйся. То есть нету такого, Ну, что... по делу. Не Да, то забалуешь, есть в у общем. нее есть границы все равно. Нету такого, что она там друг на корте, и поэтому друг за кортом, поэтому на корте она тоже будет немного так, не знаю, где-то, может, что-то не скажет, чтобы у нас остались хорошие отношения. Такого нет. На корте она очень требовательная, серьезная, и за кортом тоже она уже как друг и меня понимает, и в этом плане мне вообще очень нравится. Совет, может, какой тебе дала такой, который, ну, не знаю, может, не то, что щелкнул, или что-то она объяснила как-то, я не знаю, вот.
Был такой момент, вот когда я играла в Румынии турнир, я тогда очень волновалась, и почти перед каждым матчем я волновалась просто безумно. Это был один такой из самых нервных турниров для меня. И я вот у нее спросила: блин, у тебя что же, наверное, такое было, когда ты, не знаю, по какой-то причине там волнуешься сильно перед турниром, перед матчами? Я, конечно, понимаю, что это, ну, в принципе, такое не новое дело, все волнуются. И она сказала: ну, знаешь, как-то я, ну, конечно, первое время волновалась, потом, понятно, с опытом я уже научилась с этим более быстро справляться, но мне так нравилось играть, что я просто выходила, и я знала, что окей, я сейчас волнуюсь, но вот я скоро выйду на корт, я буду делать то, что я люблю, то, что приносит мне радость, то, что, ну, это моя жизнь, это моя как бы и профессия, и я делаю просто то, что мне нравится, и поэтому волнение само собой уходило. И я поняла, что это, наверное, тоже про меня, потому что я обожаю играть в теннис. Вот мы даже вот недавно с Эрикой купили бадминтон, потому что все равно на выходных мы как раз А сейчас падал? поиграли. А Падал? падал, вот у нас, кстати, есть в академии, где мы сейчас И тренируемся ты не иногда. пробовала? Там, я пробовала пару раз, И? я 2 раза пробовала, мне вообще, я обожаю. Мне так нравится все, что связано с ракеткой. Бадминтон, падал, настольный теннис. Я еще хочу попробовать в пиклбол поиграть, но пока такой возможности не было. Но все, что связано с ракеткой, я везде хорошо играю. А с другие виды спорта это лучше не смотреть, что я делаю, потому что это просто ужас. Я ничего Нравится не умею делать. побеждать, в общем, да? Да, да, поэтому все, что только связано с ракеткой, это все я хорошо делаю, но все остальное — это просто ужас. Мир, какие ты перед собой ставишь цели краткосрочные и долгосрочные? Вот я, наверное, человек, который любит больше ставить краткосрочные цели, Конечно, в потому что двадцатку, чтобы купить собаку. да, потому что для меня, мне кажется, их немного легче достичь, и даже если вдруг у тебя не получится это сделать, их будет легче достичь, не знаю, через некоторое время, чем то, что ты ставишь: так, через год я хочу быть первой ракеткой мира. Конечно, это круто, если получится, но я все равно думаю: а что, если не получится? Тогда я представляю, насколько я буду расстроенная, насколько я буду грустная, поэтому я по чуть-чуть ставлю себе цели. В этом году я хочу зайти в топ-20, в следующем году можно там топ-10, потом я подумаю, может, топ-5, потом, может быть, я не знаю, может, в следующем году я поставлю себе цель выиграть турнир Большого шлема, может, какой-нибудь тысячник, может, 500, поэтому посмотрим. Но я больше ставлю краткосрочные цели, потому что для меня их, наверное, психологически немного легче достичь, чем ставить такие какие-то грандиозные, не знаю, у себя цели в голове, и потом, если ты их не достигнешь, то, блин, ты как будто ничего и не умеешь делать тогда в своей жизни. Поэтому я так по чуть-чуть двигаюсь. Мир, до двадцатки рукой подать. Ты уже выбрала, знаешь, какую породу собаки ты хочешь? Честно, это сложно, потому что я очень хочу кокер-спаниеля, но они большие. Они большие, Честно, поэтому я тебе могу сказать один раз, я так вот быстро скажу, мне брат решил сделать подарок на Новый год. Еще маленькая я была, он мне подарил кокер-спаниеля. Но да, и, конечно, мы такие, как бы, что с ним делать, но там так получилось, что мы, в принципе, сразу же вернули буквально через неделю в магазин, потому что я еще совсем по турнирам было невозможно. Но, честно, их очень тяжело дрессировать. Вот это я тебе могу сказать точно. вот. Но там по всем критериям у меня кокер-спаниеля не получится никак Мальтипу. взять. Да, вот я составила себе список, у меня есть список в телефоне. Я сделала такой, все и поискала всю информацию в интернете. У меня есть список, там есть мальтипу, есть порода, мне кажется, называют мини-такса. Она, в общем, такая миниатюрная, мне кажется, вот таких размеров. И такая тоненькая, такая хорошенькая, такая маленькая. Она максимум будет весить, по-моему, 4 килограмма. Вот, поэтому я все записала, все размеры, вес, какие породы маленькие, какие подходят по стандартам, как с ними летать. Но и посмотрим. У меня есть пару пород на примете, но я пока еще не знаю, я не выбрала, потому что я каждый раз... У меня в интернете теперь видео все про собаку.
про всех собак, просто про самых разных, от больших до самых маленьких. И я вот смотрю, тоже как люди рассказывают, вот у меня там мини-такс, то-то с ней происходит, так я ее дрессирую, так мы с ней летаем, так она переносит все полеты. Тут у меня кокер-спаниель. Так, вот с ним там так сложно, зато это легко. И там я все теперь практически все знаю, но осталось только выбрать, какую породу в итоге я хочу, и там уже посмотрим. Главное зайти в топ-20. А кто за ней смотреть будет, Мирочка? Ну, я планирую, что по возможности, вот по Мама. максимуму, она будет со мной, конечно, летать, но, конечно, мама не хочет, но я скажу, ну, если она появится, ты не отвертишься, там как бы, то есть ты ее полюбишь все равно, она же будет наш член семьи, ты как бы, ну, ты полюбишь ее всем сердцем, и ты не сможешь Вы сказать еще нет. потом будете драться за нее, я вам Вот, говорю. я и говорю, ты Это- потом еще будешь меня просить с ней погулять, так что посмотрим. И поэтому я пока готовлю маму. Потом у меня есть, тут и есть тренер в академии, в которой мы тренируемся, которая практически не выезжает. Я говорю, так, ну если что-то готово, она говорит, все хорошо, я люблю собак, все, я уже с ней договорилась. Потом тоже Кончита говорит, если на турнир ты ее берешь, все, я за, потому что у нее самой есть собака. Она взяла ее в Нью-Йорк тоже, вот мы с ней тоже немного времени провели. Она говорит, если что, я тоже готова тебе помочь. Маму не слушай, зайдешь в топ-20, все, я буду тебе помогать. И поэтому у меня вариантов Если куча. что, мы тоже поможем. Да, вот, и тем более вы Смотри, тоже сколько рядом нянь. живете. Да. Если что, я Вообще. найду. Я найду Не людей. волнуйся, мы поддержим. Да. Мы хорошие, мы добрые няни. Мир, и последний вопрос. У тебя такой насыщенный сезон был, и Олимпиада, и Ролан-Гаррос. Вот что ты все-таки ценишь больше? Олимпийские игры, серебро или полуфинал Ролан-Гаррос? Честно, вот, наверное, вот так Победу в сложно, Румынии. потому что... Да. Да, вот это то, что я пока ценю больше всего, но если мы берем Ролан-Гаррос и Олимпиаду, то, конечно, результат в обоих турнирах какой-то грустный и не такой, который я бы хотела, но вот если мы берем Ролан-Гаррос, такие как бы матчи у меня были, непростые, четвертьфинал тоже непростой. И так, ну, как по мне, я достаточно легко проиграла в полуфинале, и после этого матча я была такая опустошенная и грустная, думаю, блин, а зачем тогда я это все делала? Для чего вообще, что вот так легко все проиграть и отдать? И потом, как бы, Олимпиада тоже мы как бы с Дианой вообще ни разу не играли вместе, и я тоже, я знала, что мы можем с ней хорошо сыграть, поэтому я надеялась, что нас с ней вместе поставят, но я все равно как бы не знала, что ожидать от нее, потому что я не знала, как мы будем вместе с ней на корте. Как-то я тоже не знаю, я не особо знаю хорошо как человека, но сейчас, конечно, мы с ней хорошо общаемся. Я уже знаю, какая она и на корте, и за кортом, но тогда тоже мы играем, все финал, все так близко, и первый сет мы легко выиграли достаточно, и я уже думаю, да не может быть, вот оно может быть, она сейчас может случиться, и только давай, Мира, не думай про это, продолжай играть, и в итоге это не случилось, и это все так ускользнуло прямо с-под носа, поэтому даже не знаю, что сказать, но, может быть, я бы, наверное, сказала Олимпиада, потому что все-таки она раз в 4 года, и так вот первая Олимпиада и сразу серебряная медаль, конечно, не знаю, после этого финала такие эмоции смешанные, я старалась сдерживать себя просто по максимуму, чтобы у меня не полились слезы. Диана тоже, давай, у нее слезы покатились по щекам, я смотрю на эти слезы, у меня тоже начинают накатываться слезы в глаза, я пытаюсь успокоить и себя, и ее, потому что я знаю, что потом фотки получатся отвратительные. Поэтому я думаю, так, все, держи в себе, потом приедешь в отель, и все из себя выпустишь. И потом, конечно, я когда осталась одна, все из меня вышло, я не знаю, наверное, минут 10 я провела, вот у меня лились слезы по щекам, но, наверное, я бы сказала, что запоминающейся больше была Олимпиада для меня, потому что первый раз, и так вот сразу как бы медаль получилось забрать, поэтому сейчас я думаю, в целом, может быть, и неплохо получилось для первой Олимпиады, но все равно как-то так грустно вспоминать об этих турнирах.
Но не знаю, все, что не делается, все к лучшему, наверное. Мне кажется, грустить не надо, но вы правда молодцы. И если мне кажется, что Ролан Гаррос, что Олимпиады, если тебе до турнира сказали, вы сейчас получите там либо полуфинал, ты бы этому человеку просто бы пожала Вот, бы руку. да, в самом начале турнира, если бы нам сказали, мы бы сразу подписываем контракт. Да, недооценивайте свои результаты. Да. Вы реально молодцы. И прям очень за вас болеем. Мы вот всегда Спасибо большое. И здорово, что ты максималист, ты стремишься к лучшему. Мы тебе желаем, чтобы все твои цели, задачи воплотились в реальность, чтобы была собака, чтобы у тебя была улыбка на твоем лице. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо за увлекательную беседу. Пока. Да, все, пока. Давай, пока-пока.